Добрый день, разрешите представить вашему вниманию презентацию на тему гиполипидемическая терапия, регрессия коронарного атеросклероза. Это возможно? Меня зовут Дмитрий Валентинович Кочелков, я работаю в Московской областной больнице имени Розанова в поликлинике №1 кардиолога. Этот слайд я показывал на предыдущей презентации. Здесь пример регрессирования атеросклероза и пример прогрессирования коронарного атеросклероза за 12 месяцев наблюдений. Это изображение внутрикоронарное, ультразвуковое, исходно. И вы видите, что возможно как прогрессирование коронарного атеросклероза, то есть вклад бляшки в просвет сосуда может увеличиваться, в данном случае с 48 до 58%, либо уменьшаться от 67 до 57%. На этом графике показан уровень липопротеидов низкой плотности в крови в зависимости от изменения вклада бляшки в просвет сосуда. Соответственно, видно, что есть прямая закономерность, прямая прямо пропорциональная зависимость. То есть, чем ниже уровень липопротеидов в крови, тем больше изменения в сторону регрессии коронарного атеросклероза. И представлены различные исследования. Первое исследование, которое появилось, называлось Reversal. Результаты его были опубликованы в 2004 году. Тут сравнивался провостатин в маленькой дозе 40 мг с максимальной дозой аторвастатина. 253 больных в группе аторвастатина и 249 в правостатина. Ну вот видно, что уровень липопротеидов незначительно был довольно высокий в группе правостатина, а происходило у большинства пациентов прогрессирование атеросклероза. В группе же, которые получали аторвастатин, уровень липопротеидов был меньше 2, и при этом происходило регрессирование коронарного атеросклероза. Другое исследование называлось Stradivarius. Оно было в 2008 году выполнено. 416 больных в группе плацебо было в это исследовании и в группе препарата, который в то время изучался. Римонабан. 20 мг получали этого препарата пациент. Но выяснилось, что в группе плацебо не произошло значительного регрессирования коронарного атеросклероза, а уровень липопротеидов низкой плотности был значительно больше 2. То есть эффективность препарат был признан неэффективным. Illustrate, 2007 год. Здесь тоже новый препарат изучался, и его эффективность тоже была незначительной. Да, он снижал уровень липопротеидов низкой плотности, однако регрессирование коронарного атеросклероза не происходило. Стероид, 2006 год. Максимальная доза розовостатина 40 мг в сутки. 507 больных. И вы видите, что произошло значительное регрессирование коронарного атеросклероза и значительно снизился уровень, был ниже уровень липопротеидов низкой плотности у тех пациентов, которые получали розовостатин. Сатурн, 2011 год. Максимальная доза аторвастатина. Тоже снижался уровень липопротеиды у тех, кто принимал максимально довольно низкий, меньше 2, и признаки регрессии атеросклероза. А вот розовостатин 40 мг еще в большей степени снижал липопротеиды низкой плотности и уменьшал признаки коронарного атеросклероза. Precise, аторвастатин плюс изотимиб. Изотимиб еще в большей степени добавлял изменения вклада бляшки в просвет сосуда. Эволокумаб, Глагов, 16 год, 423 пациента, значительно снижался, меньше единицы снижался уровень липопротеидов низкой плотности на фоне приема эволокумаба. Однако регрессирование коронарного атеросклероза было умеренным. Пекман. Пекман – это розовостатин, 22 год, 152 больных, сравнивался с аллерокумабом. Аллерокумаб показал самую высокую эффективность с точки зрения уменьшения бляшки атеросклеротической коронарной
И самый маленький уровень липопротеидов низкой плотности удалось добиться у пациентов, которые получали низкие дозы розовостатина 20 мг и аллерокума. Давайте разберем некоторые исследования, которые я показал на предыдущем графике. Ну вот, например, реверса. Это одно из первых исследований с использованием внутрикоронарного ультразвукового исследования, исходное и на фоне лечения гиполипидемической терапии. Влияние интенсивной и умеренной гиполипидемической терапии на прогрессирование коронарного атеросклероза. Было двойное слепое рандомизированное многоцентровое исследование. 34 центра в США вот приняли участие в этом исследовании. 654 пациента с 1999 по 2001 год были рандомизированы. Одна группа получала 40 мг правостатина, 249 больных, и 253 пациента получали аторвастатин в дозе 80 мг. Первичная конечная точка – изменение общего объема атеромы. Причем объем атеромы определялся при помощи внутрикоронарного ультразвукового исследования в градации сервы. Исследования пытались проводить исходно и через 18 месяцев. И у 504 пациентов такое исследование удалось провести повторно. Критерии включения. Критерии включения были следующими. Возраст от 30 до 75 лет. И всем этим пациентам выполнялась коронарография по клиническим показаниям с диагностической целью или с решением вопросов о дальнейшей тактике ведения этих пациентов. В исследовании включались пациенты, у которых был хотя бы один стеноз более 20%. Причем выбирался целевой сосуд. И внутрисосудистое ультразвуковое исследование проводилось в сосуде, где не проводилось перискожное вмешательство, где не было стенозов больше 50%, и длина стеноза не должна быть более 3 см. По липопротеидам низкой плотности тоже были ограничения. Включались только пациенты, у которых уровень липопротеидов низкой плотности был в диапазоне от 3,24 до 5,44 ммоль на литр. Причем после 14-10-недельного периода без лечения. Сейчас я вам покажу фильм, который описывает методику проведения внутрикоронарного ультразвукового исследования, в дальнейшем анализ этих изображений, которые получались. Вначале выполнялась коронарография. Вот здесь представлен участок правой коронарной артерии от устья. Вот вы видите дистальную, средняя часть, дистальная часть, маргинальная ветвь правой коронарной артерии. Затем вводился проводник в артерию. По проводнику вводился датчик ультразвуковой. Диаметр датчика 0,87 мм, прошу заметить. И вводился этот датчик до маргинальной ветви. Это являлось ориентиром начала ультразвукового исследования. Дистальный. Затем датчик от дистального к проксимальному отделу артерии двигался, снимая изображение каждые 0,5 мм. Движение 0,5 мм в секунду этого датчика. В дальнейшем проводился анализ. Все это изображение записывались и проводился анализ. Вот показан участок, небольшой участок, где есть бляшка. Как раз там, где отходит маргинальная артерия, там есть бляшка. И вот изображение внутрикоронарное ультразвуковое здесь представлено. Вот это сам датчик, а это вот просвет сосуда и медиа. И видно, что вот в просвете сосуда есть бляшка, атеросклеротическая бляшка. И мы видим ее на протяжении движения датчика. В третьей части рассказывается, как это изображение анализировалось. Соответственно, определялся размер сосуда,
медиа. По медиа определялся размер сосуда, площадь размера сосуда определялась. Затем определялся просвет сосуда, очерчивался. И из размера сосуда вычитался площадь просвета сосуда. И таким образом получался вклад бляшки в просвет сосуда. Или объем, область атерома. Затем в четвертой части показано, как эта бляшка отслеживалась во времени, то есть исходно. И через 12 или 13 месяцев на фоне лечения, после лечения. Так, видно, что по вот ориентирам, видно здесь боковая ветвь, вена, в том же самом месте производилось измерение и сравнивалось диаметр до и после, и площадь бляшки до и после лечения. Первичной конечной точкой исследования было изменение объема атерома, измеренные при помощи внутрисосудистого ультразвукового исследования. Получался этот объем расчетным способом. Все изображения, которые получались через каждые 0,5 мм, суммировались, определялся вклад бляшки в просвет сосуда. И измерялся вклад бляшки в просвет сосуда исходно и через 18 месяцев. И вот из 18 месяцев полученный объем вычитался исходный полученный объем, а определялась таким образом динамика. Отрицательная динамика, либо положительная динамика. А вторичной конечной точкой этого исследования было то же самое измерение, только 10 срезов. Там, где было максимальное сужение просвета сосуда. То есть вот самый центр бляшки, вот именно там производились измерения. И вот измерения, проведенные в этих самых значимых сужениях, изучались исходные через 18 месяцев, и потом вычитались, и получалось либо прогрессирование бляшки, либо регресс бляшки. И вот, наконец, результаты исследований. Ну, вот на этом графике хорошо видно, что тут представлены две группы: провостатин 40 мг и аторвостатин 80 мг, и изменение объема атерома в среднем по группе. Видно, что в группе провостатина произошло прогрессирование объема бляшки, а в группе аторвостатина регресс бляшки. Причем эта разница была высокостатистически значима. P было 0,02. Вторичная конечная точка, а им изменение объема атерома на участке наиболее суженном участке 10 мм. Здесь регресс произошел в двух группах, и в группе провостатина, и в группе аторвостатина. Но обратите внимание, насколько более выраженный регресс атеросклероза наблюдался у тех пациентов, которые получали аторвостатин в максимальной дозе 80 мг в сутки. Эта разница была высоко статистически значимой. На этом слайде показан процент прогрессирования коронарного атеросклероза в группе провостатина и аторвостатина. Вот обратите внимание, что достоверно чаще прогрессирование коронарного атеросклероза наблюдалось в группе провостатина, чем в группе аторвостатина. В группе аторвостатина достоверного прогрессирования коронарного атеросклероза не было выявлено. Какие выводы можно сделать из этого исследования? Ну вот лечение максимальной дозы аторвостатина 80 мг снижало прогрессирование коронарного атеросклероза по сравнению с лечением умеренной дозы провостатина. Интенсивный режим лечения приводил к большему снижению уровня атерогенных липопротеинов, что, вероятно, обуславливает уменьшение объема атерома в целом и особенно в месте наибольшего сужения. Исследование Reversal, вот на графике показаны результаты этого исследования, достигнутый уровень липопротеидов и динамика атеросклероза.
Следующее исследование, которое было выполнено в 2006 году, которое мы разберем, было с использованием розовостатина в максимальной дозе 40 мг. В исследовании астероид изучалось влияние терапии розовостатинов на регрессию коронарного атеросклероза. Это было проспективное исследование, и рандомизация происходила не на уровне пациентов, а на уровне записи. То есть те люди, которые оценивали динамику атеросклероза, они не знали ни пациента, ни исходно или после наблюдения выполнялись эти записи. 53 центра из США, Канады, Европы и Австралии приняли участие. С 2002 по 2003 год набирались пациентов. Всего было отобрано 1183 коронарангиограммы, и по критериям, которые были для включения в это исследование, было отобрано 507 пациентов. Все они получали розовостатин в максимальной дозе 40 мг в сутки. Конечными точками исследования те же самые были изменения процента объема атеромы исходно и через 24 месяца, то есть через 2 года. У 349 пациентов удалось повторно оценить бляшки, которые были выявлены исходно. Кого включали? Включали практически всех, тоже коронарография по клиническим показаниям, стеноз более 20% уже было поводом для включения, целевой сосуд. Что это был за целевой сосуд? Это сосуд, на котором не выполнялась ЧКВ, не было стенозов более 50%, и он длиной был хотя бы более 4 см. Любой уровень липопротеидов низкой плотности, 3 месяца без лечения статинами или 1 месяц после отмены статинов уже было достаточно для того, чтобы включить в это исследование. Не включались только пациенты, у которых были высокие уровни триглицеридов более 5,7 ммоль на литр. На этом слайде представлен клинический пример из этого исследования одного из пациентов. Вот у него исходное внутрикоронарное ультразвуковое исследование и через 24 месяца наблюдений. И оказалось, что площадь атеромы на фоне приема 40 мг розовостатина у него уменьшилась с 10 до 5,81 мм квадратного. На этом графике представлены результаты исследований первичной конечной точки или процент изменения объема атеромы исходно и вот процент объема атеромы через 24 месяца. Видно, что исходно объем атеромы в среднем по группе, это 349 человек, существенно уменьшился к 24 месяцам наблюдения, и эта разница была высоко статистически значимой. Изменение объема атеромы в наиболее таком уязвимом месте, где максимальный процент сужения был исходно, тоже произошло регрессирование атеросклероза. Вот исходный объем атеромы и через 24 месяца. Эта разница была высоко статистически значима. Почти у 80, у 78,1% больных через 24 месяца на фоне лечения розовостатином наблюдался регресс атеросклероза. При этом уровень липопротеидов у них снижался до 1,6 ммоль, а липопротеиды высокой плотности повышались на 14,7% на фоне лечения розовостатина в дозе 40 мг. Какие выводы можно сделать из этого исследования? Применение во вторичной профилактике розовостатина в дозе 40 мг приводило к снижению липопротеидов в среднем до 1,6 ммоль на литр, повышению липопротеидов на 15% и регрессию коронарного атеросклероза. И этот интенсивный режим приема статинов, что очень важно, хорошо переносился пациентами. Не было практически никаких побочных эффектов, по крайней мере, среди тех пациентов, которые были включены в это исследование.
И вот автором первых двух исследований, которые я показывал, с динамикой коронарного атеросклероза является Стевен Ниссен. Вот фотография его показана здесь. На мой взгляд, это один из первых ученых, которые стали использовать в исследованиях количественный анализ и анализ внутрисосудистого коронарного ультразвукового исследования. Ниссен провел два первых исследования, это Reversal 2004 год и вот Астероид 2006 год, где было показано, что вот розовостатин в дозе 40 мг и аторвастатин 80 существенно снижает как липопротеиды низкой плотности, так и уменьшают объем бляшки, то есть приводит к регрессу коронарного атеросклероза. Вот. И следующее исследование, которое я хотел бы разобрать, это исследование Сатурн. Оно было выполнено в 2011 году. Там изучался аторвастатин еще раз в высокой дозе 80 мг. Вот. И розовостатин в дозе 40 мг. То есть вот исследователи как бы повторили. Два исследования сравнили аторвастатин 80 мг с розовостатином 40 мг и посмотрели, какова будет динамика коронарного атеросклероза при таких схемах лечения. Итак, исследование Сатурн, влияние аторвастатина и розовостатина на коронарный атеросклероз. Тоже было двойное слепое, рандомизированное, многоцентровое исследование. 208 центров, значительное количество пациентов. С января 2008 по июнь 2009 года были отобраны, и они рандомизированы в две группы. Розовостатин 694 и аторвастатин 691 пациент. Какие конечные точки? Конечные точки были следующие. Изменение, первичная конечная точка, это изменение процента объема атеромы. Использовалось тоже внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Исходно и через 26 месяцев наблюдения, более чем через 2 года. И интересно, что большое количество пациентам удалось повторно выполнить исследование. 1039 больных. То есть 75% удалось пациентам сделать повторное внутрикоронарное ультразвуковое исследование, что в общем довольно большой процент. Какие критерии включения? Возраст 18-75 лет, тоже коронарография, так же как в предыдущих исследованиях, которые мы разбирали по клиническим показаниям. Нужно было иметь хотя бы один стеноз 20%, более чем 20%, и не выбирался целевой сосуд. Тоже без ЧКВ, без стеноза и длиной более 3 см. Липопротеиды низкой плотности должны были быть больше 2,6 ммоль на литр, если без статинов хотя бы 4 недели были, или 2,1 ммоль, если на статинах такой уровень липопротеидов низкой плотности. Критерии исключения. Критериями исключения были следующими. Это интенсивная терапия статинами в течение 3 месяцев за последний год, неконтролируемая гипертония, хроническая сердечная недостаточность, почечная и печеночная недостаточность тоже являлись критериями исключения из этого исследования. И вот результаты этого исследования, довольно крупного, большого исследования, изменение процента атеромы в группе розовостатина и в группе аторвастатина. И в том и в другом случае, обратите на это внимание, произошло значительное регрессирование атеросклероза, как на дозе розовостатина, так и на дозе аторвастатина. Но чуть больше регресс был у тех пациентов, которые получали розовостатин. Также в одинаковой степени уменьшался и объем атеромы, который измерялся в миллиметрах кубических, как в группе розовостатина, так и в группе аторвастатина. Но обратите внимание, что все-таки статистически значимо объем атеромы в миллиметрах кубических
в большей степени уменьшался на фоне приема розового статина в дозе 40 мг. Больных с регрессией на розовостатине было 71% и на аторвостатине 64,7%. То есть довольно высокий процент больных с регрессией наблюдалось как на фоне максимальных доз, на фоне лечения максимальными дозами розовостатина, так и аторвостатина. Какие выводы можно сделать из этого исследования? Максимальные дозы розовостатина и аторвостатина приводили к значительному регрессу коронарного атеросклероза. Несмотря на более низкий уровень холестерина липопротеидов низкой плотности и более высокий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, достигнутый с помощью розовостатина, наблюдалась одинаковая степень регресса атеросклероза в обеих группах. У трети пациентов наблюдалось прогрессирование заболевания, несмотря на максимальную интенсивную терапию статинами. Это предполагает, как написали авторы этой статьи, что потенциально важную роль новых препаратов, предназначенных для снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и повышения уровня липопротеидов высокой плотности, или модификация активности заболевания с помощью других путей, не обязательно с помощью гиполипидемической терапии. И мы обсуждали это, когда в потенциально опасные бляшки вводились биорезорбируемые стенты. Итак, мы разобрали исследование Reversal с аторвостатином и правостатином, астероид, Сатурн исследование. И вот давайте разберем исследование Precise 2015 года, где к аторвостатину добавлялся эзотимиб. То есть для тех пациентов, у которых не удается максимальными дозами статинов нормализовать или уменьшить содержание липопротеидов низкой плотности, пытаются использовать другие препараты из других групп, ну вот, например, эзотимиб. Precise исследование – это влияние эзотимиба плюс аторвостатин по сравнению с монотерапией аторвостатином на коронарный атеросклероз у японской популяции пациентов после черезкожного коронарного вмешательства. Это было проспективное, рандомизированное многоцентровое, слепое, контролируемое исследование. 17 центров в Японии приняли участие в этом исследовании, 246 пациентов. С 2010 по 2013 год были рандомизированы в две группы. Одна группа получала эзотимиб плюс аторвостатин, 122 человека, и группа 124 человека получали только аторвостатин. И первичная конечная точка в этом исследовании было изменение процента объема атеромы исходно и через 9-12 месяцев. Причем, обратите внимание, 202 пациента, 82% удалось повторно провести исследование. Это очень высокий процент для такого рода исследований. Какие критерии включения были? Ну, возраст, 30-85 лет, острый коронарный синдром или хроническая коронарная ишемическая болезнь сердца. Всем им выполнялась коронарография и стентирование. Причем 50% больных было с острым коронарным синдромом и 50% с ишемической болезнью сердца. Целевой сосуд. Целевой сосуд был именно тот, на котором проводилось ЧКВ. Причем он должен быть протяженностью более 5 мм в дистальной или проксимальной части от стента. Причем это должен быть удобный для анализа сосуд. Другие сосуды не подвергались исследованию из-за этических соображений. Подвергался исследованию только тот сосуд, в котором проводилось черезкожное вмешательство. Липопротеиды низкой плотности у этих пациентов должны быть более 2,17 ммоль на литр, а доза аторвостатина подбиралась на основе липопротеидов низкой плотности. То есть если достигался
целевой уровень меньше 1,5 миллимоль на литр, то вот эта доза считалась эффективной, и она в дальнейшем во все время на протяжении наблюдения давалась пациенту. И вот результаты этого исследования. Но обратите внимание на этот график. Изменение объема атеромы в группе аторвастатина плюс изотимиб 10 мг 100 пациентов и аторвастатин монотерапия 102 пациентов. Существенно, статистически высоко значимо, регрессия атеросклероза чаще наблюдалась среди тех пациентов, и объем атеромы был меньше у тех пациентов, которые принимали комбинацию аторвастатина плюс изотимиб. Та же разница была и в процентном объеме атеромы, то есть положительная динамика атеросклероза существенно в большей степени происходила у тех пациентов, которые принимали аторвастатин в сочетании с изотимибом. Давайте рассмотрим клинический пример из этого исследования. Как я вам говорил до этого, среди пациентов были две категории пациентов. Больные с острым коронарным синдромом, вот пример такого пациента представлен здесь. И вот этому пациенту выполнялось ультразвуковое внутрикоронарное исследование исходно. Хорошо видно здесь отхождение боковой ветви, вот звездочкой обозначено, для того, чтобы потом через 12 месяцев посмотреть, в том же ли месте измерялся объем атеромы или нет. И вот здесь обозначен просвет сосуда, вклад бляшки в просвет сосуда, и он составил 52% исходно, и на фоне лечения изотимиб плюс аторвастатин. У него произошло регрессирование атеросклероза на 5,8%. Другой пример, тоже пациент с острым коронарным синдромом, вот исходное его внутрисосудистое исследование, тоже боковая веточка отходит, и тоже можно посмотреть динамику атеросклероза. Тоже у этого пациента наблюдалось регрессирование бляшки, хотя этот пациент получал аторвастатин без изотимиба. Регресс составил 2,9%. Напомню еще раз, оба пациента были с острым коронарным синдромом. Именно им выполнялось ЧКВ. На этом слайде представлены примеры пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Тоже вот исходное внутризвуковое исследование и повторное. Это пациент, который получал изотимиб плюс аторвастатин. Наблюдаем здесь регрессирование, но регрессирование было незначительным, всего лишь на 1%. И вот пациент, который просто на монотерапии аторвастатином находился, у него тоже наблюдалось регрессирование, но еще в меньшей степени. И вообще оказалось, что все-таки, хотя маленькое количество было пациентов, но в большей степени регресс происходил атеросклероза именно у тех пациентов, которые подвергались стентированию в связи с острым коронарным синдромом. На этом слайде представлены больные с регрессом, их было 135 пациентов, и больные с прогрессированием, их было 67 пациентов. И оказалось, что больные с регрессом атеросклероза существенно ниже имели уровень липопротеидов низкой плотности, 1,4, и меньше у них был уровень липопротеидов низкой плотности. А средний уровень липопротеидов низкой плотности у больных с прогрессом был выше, 1,6, причем эта разница была высоко статистически значимой. А какие выводы сделали авторы этого исследования? Лечение с двойным эффектом, ингибированием синтеза и адсорбции холестерина приводило к более выраженному регрессу коронарных бляшек.
Комбинированная терапия с статинами плюс изотимиб может быть вариантом для пациентов высокого риска, то есть особенно у пациентов после перенесенного острого коронарного синдрома. Несмотря на интенсивную гиполипидемическую терапию, у 33% больных наблюдается прогрессирование коронарного атеросклероза. Что же делать с этим? Как поступать дальше? В 2020 году планируется исследование, в котором изучалось влияние фенофибратов на динамику коронарного атеросклероза. Планируется проведение этого исследования в Южной Корее. Планируется рандомизация пациентов на две группы: розовостатин плюс фенофибрат 160 мг в сутки и розовостатин 10 мг плюс плацебо. Это исследование позволит ответить на вопрос, добавляют ли фенофибраты к лечению статинов с точки зрения динамики коронарного атеросклероза пользы или нет. Исходно будет произведено внутрисосудистое коронарное исследование и через 12 месяцев. Но пока результатов этого исследования нет. Итак, мы разобрали довольно много исследований, посвященных влиянию статинов на динамику коронарного атеросклероза, влияние изотимиба в добавлении к статинам. И вот в 2016 году было опубликовано исследование с эволокумабом 420 мг в сутки. По сравнению, и оказалось, что в наибольшей степени менее 1 миллимоль на литр снижался уровень липопротеидов низкой плотности у пациентов, которые получали моноклональные антитела, а именно эволокумаб. Хотя динамика атеросклероза была незначительной. Кроме того, еще было выполнено исследование Пэкмен. В 2022 году были опубликованы результаты. Там сравнивался розобастатин в дозе 20 мг с алирокумабом в дозе 150 мг 2 раза в месяц. И самым значительным снижением липопротеидов низкой плотности было получено именно в этом исследовании. Меньше единицы, чуть больше 0,5 миллимоль на литр уровень липопротеидов низкой плотности был у тех, кто принимал алирокумаб. А динамика регрессирования атеросклероза была в наибольшей степени получена именно в этом исследовании. Давайте и разберем результаты именно этого исследования. Итак, исследование Пэкмен, 22 год, алирокумаб и коронарный атеросклероз у пациентов с острым инфарктом миокарда. То есть это исследование выполнялось у пациентов с доказанным острым инфарктом миокарда. Цель исследования была оценить влияние ингибитора PCSK9 алирокумаба на изменение процентного объема атеромы через 13 месяцев у больных с инфарктом после ЧКВ на инфаркт связанной артерии и получавших терапию розовостатина. Первичной конечной точкой этого исследования было изменение процентного объема атеромы исходно и через 52 недели, около 13 месяцев. Вторичной конечной точкой было изменение индекса нагрузки на липидное ядро. Тут использовалась новая методика НИРС. Я в прошлой презентации довольно подробно говорил. Это около инфракрасная спектроскопия бляшки и выделение липидной части бляшки. Расчет специального индекса. И изменение толщины фиброзной покрышки определялось с помощью оптической когерентной томографии. Тоже очень известный современный метод, который позволяет производить очень тонкие измерения, особенно интимы сосудов. Критерии включения в это исследование были следующими. Это лица старше 18 лет, инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ с появлением болей менее или равно 24 часа до поступления.
Инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ при наличии хотя бы в одном коронарном сегменте инфаркт связанного повреждения, потребовавшего через кожное вмешательство. Ну, инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ 47% пациентов было, и инфаркт с подъемом сегмента СТ 52,7%. При этом липопротеины низкой плотности должны быть больше 1,8. У тех пациентов, которые стабильно получали в течение месяца, по крайней мере, статины, и липопротеины больше 3,2 ммоль на литр у лиц, не получавших статины или получавших статины менее 4 недель. И как минимум две коронарные артерии не инфаркт связанные должны быть у пациента, подходящие для внутрисосудистого коронарного исследования и для оптической когерентной томографии. Плюс наличие стенозов менее или равных 50% выявленных при коронарографии. Целевые сосуд или сосуды должны быть протяженностью 5 см в проксимальной части сосуда. Целевые сосуды не должны быть шунтированы, артерии или вены, или стентированы. И также целевые сосуды не должны подвергаться вмешательству как минимум в течение последних 6 месяцев. Также критерием включения было отсутствие нестабильности гемодинамики при многократном внутрикоронарном введении нитратов. Это важный момент, так как при проведении процедур довольно много нитратов приходится вводить внутрикоронарно, и если человек недостаточно реагирует на это, то могут быть проблемы. Каковы были критерии не включения в это исследование? Ну, стеноз ствола более 50% или трехсосудистое поражение более 70%. ТИМИ более 2 после ЧКВ, выраженная кальцификация, затрудняющая внутрикоронарное ультразвуковое исследование. Мы знаем, что кальций не позволяет детально изучить строение бляшки, так же как и проведение оптической когерентной томографии затрудняется в этом случае. Выраженная аритмия, в том числе и фибрилляция предсердий, которые не контролируются антиаритмиками, причем в течение 3 месяцев. Низкая скорость клубочковой фильтрации, заболевания печени, непереносимость статинов, контраста или кумага. Также не включались женщины в детородном возрасте. Это было многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование. 294 больных с 17 по 20 год были рандомизированы в это исследование. 9 центров в 4 странах принимали участие, 5 центров в Швейцарии, Австрия, Дания, Нидерланды тоже принимали участие в этом исследовании. Ну, после получения информированного согласия, в соответствии с критериям включения исключения, клинического осмотра, выполнялось всем двухсосудистое внутрикоронарное исследование ультразвуковое и оптическая когерентная томография, ну, кроме инфаркта, связанной с артерией. 220 человек исходно были обследованы. У них брались липиды, и они получали розовый статин в дозе 20 мг в сутки. Это все происходило в первые сутки острого инфаркта миокарда. Затем эти пациенты были рандомизированы в 2 группы по 110 человек. Одна получала плацебо в течение 52 дней, а вторая группа получала алирокумаб 150 мг 2 раза в неделю. И те, и другие получали 2 раза в неделю уколы в виде инжекторов. Одни получали плацебо, другие алирокумаб. Визиты выполнялись через 2 недели, 4 недели и через 50 недель был предварительный визит, а через 9-й визит, через 52 недели от начала терапии, когда выполнялось внутрисосудистое звуковое исследование,
спектроскопия НИРС и оптическая когерентная томография выполнялись повторно у этих пациентов. А какие конечные точки были в этом исследовании? Ну, это вклад бляшки. Вот здесь представлены примеры клинические из этого исследования. Вклад бляшки исходно 48,9%, и значит, при повторном через 13 месяцев исследования 58,1%. То есть очевидно прогрессирование атеросклероза. Либо регрессия атеросклероза, когда вклад бляшки был 67,5%, а стал 57,8%. Это рассчитывалось при помощи методик, которые мы с вами неоднократно разбирали на предыдущих исследованиях. Изменение процентного атерома бляшки было как раз и первичной конечной точкой этого исследования. Кроме того, выполнялась еще и спектроскопия бляшки, так называемое исследование НИРС. Тоже его подробно разбирали. 4 мм участок, выбирался, где больше всего липидов, определялась площадь, где с липидным содержанием, без липидного, и определялся индекс или процент липидных включений в бляшку. Кроме того, еще выполнялась когерентная, оптическая когерентная томография, вот исходная, после года наблюдений. И здесь вот видно изменение фиброзной покрышки. Вот исходная фиброзная покрышка, ее толщина можно померить в микронах, а через год можно померить толщину в микронах и в результате проведенного лечения измерялась минимальная толщина фиброзной покрышки. Исходно и через год, через 13 месяцев лечения. А давайте посмотрим более подробно лечение пациентов вот в двух группах. Группа алирокумаб 148 больных и группа, которые получали плацебо. Розовостатин практически все получали, 95%, 20 мг розовостатина получали в группе алирокумаба, и в группе плацебо 142 человека. Вообще статины получали практически все. Если они не переносили или какая-то была причина, что не могли получать розовый статин, тогда они получали другие статины. Как видно вот из этих циклов. Двойную антиагрегантную терапию получали 144 человека, почти все, 97% в группе алирокумаба и 98, почти 99% в группе плацебо. Причем обратите внимание, что в основном получали тикогрелор. 78% в группе алирокумаба и 80% в группе плацебо. Клопидогрел и просугрел реже использовались в качестве двойной антитромбоцитарной терапии. Пероральные антикоагулянты практически ни у кого не использовались. Антагонист витамина К в основном использовался редко, у 2-3% пациентов. А вот ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов к ангиотензину-2 и бета-блокаторы часто использовались. Почти у всех использовались либо ингибиторы, либо блокаторы рецепторов к ангиотензину. А бета-блокаторы использовались у 78 и 83% в двух группах. Итак, результаты этого исследования. Первичная и конечная точка изменения процентного объема атерома. Ну вот вы видите, что в группе, которые получали алирокумаб, достоверно и существенно в большей степени произошло регрессирование коронарного атеросклероза, чем в группе, которые получали розовостатин плюс плацебо.
Эта разница была высоко статистически достоверна. Вторичная и конечная точка. Результаты НИРС тоже в группе, которые получали алярокумаб, существенно уменьшился липидный вклад в бляшку по сравнению с пациентами, которые получали розовостатин 20 мг в сутки. Эта разница была высоко статистически достоверна. Изменение минимальной толщины покрышки, фиброзной покрышки бляшки, тоже существенно толщина увеличивалась в группе, которые получали розовостатин плюс алярокумаб. 63 против 22 микрон. Толщина минимально измерялась в микронах. Изменение липопротеидов низкой плотности. Ну, ясное дело, что двойная терапия статины плюс алярокумаб существенно в большей степени снижали липопротеиды низкой плотности. Средний уровень липопротеидов низкой плотности составил 0,61 миллимоль на литр. По сравнению с теми пациентами, которые получали только розовостатин в дозе 20 мг, 1,93 миллимоль на литр. Разница была высоко статистически значима. На этом слайде представлена динамика липидных показателей. Вот обратите внимание, что практически липидный спектр в группе, которые получали алярокумаб, в лучшую сторону изменился. В большей степени снизились триглицериды по сравнению с группой, по которой получала плацебо. Существенно в большей степени снизились липопротеиды низкой плотности. Повысились в большей степени липопротеиды высокой плотности. Причем обратите внимание, что вся эта разница была высокостатистически значима. Ну и важным моментом это липопротеида малая тоже снижался в группе, которая получала алярокумаб, и повышался в группе тех, которые получали только розовостатин. На этом слайде я хотел бы показать очень изящный пример клинический из этого исследования. Вот пациент с атеромой. Вы видите, что вклад атеромы в просвет сосудов как бы 62%. И, значит, в течение года лечения с алярокумабом бляшка уменьшилась до 50%. Просвет сосуда существенно увеличился, обратите внимание. Это атерома уменьшилась на 12%. А вот исходно результаты НИРС, спектроскопии бляшки, включение липидные включения в бляшку. Вот они были исходно. 316 индекс или 31,6% липиды составляли в этой бляшке, в этом участке бляшки на протяжении 4 мм. И вот что происходит через 13 месяцев. 155 или 15% липиды включали в себя. То есть явно уменьшение липидного ядра бляшки произошло у этого пациента на 16%. А вот толщина фиброзной покрышки. Вот на всем протяжении интимы фиброзная диаметр, размер покрышки измерялся, определялось минимальное значение. И это минимальное значение определялось через 13 месяцев. Это, обратите внимание, исходная покрышка, минимальный размер покрышки был 56 микронов, а на фоне лечения алярокумабом эта покрышка увеличилась до 158 микрон, то есть она стала толще. Разрыв бляшки в этом случае становится менее вероятным. Утолщение покрышки произошло на 102 микрона.
Таким образом, в результате проведенного исследования Пэкмен, очень интересного, на мой взгляд, авторы сделали следующие выводы. У пациентов с острым инфарктом миокарда добавление алирокумаба к терапии статинами приводило через год к большей регрессии коронарных бляшек в артериях, не связанных с острым инфарктом миокарда. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, улучшает ли алирокумаб клинические исходы среди этой популяции пациентов. Ну вот я вам представил факты, которые известны в настоящее время по лечению статинами, изотимибом и моноклональными антителами. Каковы же современные клинические рекомендации для врачей, которые работают с пациентами? И вот в 2020 году Минздрав утвердил клинические рекомендации по стабильной ишемической болезни сердца. Что же там написано? Там написано, что для профилактики всем больным с ИБС следует назначать статины в максимально переносимой дозе и достигать целевого уровня липопротеидов низкой плотности менее 1,4 ммоль на литр. Причем обратите внимание, что степень доказанности А класс рекомендаций первый. Кроме того, в этих рекомендациях еще и указано, что пациентов со стабильной ИБС при невозможности достижения целевого уровня на фоне максимально переносимых доз статинов в комбинации с эзотимибом, то есть если не удалось достигнуть статинами, эзотимибом рекомендуемых целевых значений липопротеидов низкой плотности, следует рассмотреть назначение ингибиторов PCSK9, алирокумаба или эволокумаба. Вот результаты исследований мы с вами разбирали. Степень доказанности А вот класс рекомендаций 2А для назначения эволокумаба и алирокумаба. В 2020 году Минздрав утвердил рекомендации для больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. Что же в этих рекомендациях написано? Там написано, что для снижения суммарного риска ишемических событий у больных, которые перенесли инфаркт миокарда, уже в период госпитализации следует начать лечение статинами в высокой дозе, вне зависимости от исходного уровня холестерина. И вот Грацианский еще в 1992 году в своем клиническом наблюдении показал пациенту, у которого нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, ангиопластика коронарных артерий в связи с нестабильной стенокардией, проходила в условиях, когда уровень общего холестерина был не такой уж высокий. Поэтому высокие дозы статинов следует назначать, даже если уровень общего холестерина в крови низкий. Прошу обратить внимание, что уровень доказанности вот этой вот формулировки А класс рекомендаций первый. Кроме того, тут в комментариях в этих рекомендациях указано, что суточная доза аторвастатина должна быть 40-80 мг, а розовастатина 20-40 мг. В этих рекомендациях также еще и указано о том, что если у пациента при использовании максимально переносимой дозы статинов в сочетании с эзотимибом концентрация холестерина липопротеидов низкой плотности остается повышенной, а именно выше 1,4 ммоль на литр, рекомендуется добавить препарат из группы кумабов, вот из группы моноклональных антител, блокаторов PCSK9 рецепторов, алирокумаб или эволокумаб, для дополнительного снижения холестерина липопротеидов низкой крови и уменьшения риска ишемических событий. Класс рекомендаций первый, а степень доказанности этого B. Ну, примерно тоже написано в клинических рекомендациях, которые Минздрав утвердил в 2020 году по инфаркту миокарда без подъема сегмента СТ. Тоже рекомендуется назначение
статинов в максимально переносимых дозах и при невозможности достижения желаемых уровней липопротеидов низкой плотности, терапии рекомендуют добавлять кумабы, алерокумаб или эволокумаб и степень доказанности B, а класс рекомендаций верхний. Какие выводы из моей презентации? Ну, можно считать доказанным, что регрессия коронарного атеросклероза вполне возможна, и только максимальные дозы, как аторвастатина, так и розовастатина, приводили к регрессии атеросклеротических бляшек. У пациентов с высоким риском коронарных событий жизненно важно снижать липопротеиды низкой плотности до целевых значений, а именно ниже 1,4 ммоль на литр. С этой целью необходимо добавлять к терапии статинами в максимальных дозах эзотимик, возможно и фенофибрат, пока результатов по добавлению фенофибрат к лечению статинами не опубликованы, или моноклональные антитела алерокумаб и эволокумаб для дополнительного снижения липопротеидов низкой плотности. Спасибо большое за внимание. Я из-за того, что презентация получилась громоздкой, большой, не включил в нее клинические случаи тех пациентов, которых я сейчас в настоящее время наблюдаю или провожу им гиполипидемическую терапию, в том числе моноклональными антителами. Но вот в следующей презентации постараюсь осветить вопросы именно практического использования гиполипидемической терапии у пациентов в условиях амбулатории.